Всем привет! На данный момент я нахожусь в мейн-билдинге Дебреценского университета, и сегодня я буду рассказывать о том, как все-таки же я поступила в Венгрию. Итак, мне хотелось бы начать с небольшого интересного рассказа, который вы, возможно, уже слышали в ТикТоке или в Инстаграме. Эта история связана с женщиной, у которой была змея. Она однажды обратилась к ветеринару с беспокойством о том, что питон совершенно не растет, не становится больше, хотя ему уже несколько лет, он должен быть гораздо крупнее. Что интересно, анализы также не выявили никаких отклонений, заболеваний, змея оставалась в хорошем состоянии, проходила линьку нормально, ее рацион включал все необходимые микроэлементы и витамины. Казалось бы, все в порядке, все идеально, но один фактор оказался решающим – это размер террариума. Террариум не менялся на протяжении долгого времени и в конечном итоге оказался слишком маленьким для питона, что препятствовало его нормальному росту. После замены террариума на более просторный, питон наконец-то начал нормально развиваться. Мораль этой истории заключается в том, что для многих людей масштабы их потенциала зависят от их окружения, в том, в котором они находятся. Точно так же, как и для питона, условия существования могут влиять на ваш рост и развитие. Важно стремиться к большему, но не забывать о том, кто вы есть. За последние 3 года, проведенные за границей, мое мировоззрение претерпело изменения. Опыт жизни в другой стране значительно ускоряет наше развитие и восприятие мира, чем несколько лет, проведенные на родине. Могу уверенно сказать, что не жалею о своем решении поступить в Венгрию. Эта страна оказалась отличным местом для начала образования на бакалавриате. Цены сопоставимы с казахстанскими, и по сравнению с Америкой или другими дорогими странами здесь можно выжить. Культ hustle culture практически отсутствует, и здесь я научилась наслаждаться жизнью, не погружаясь полностью в учебники. Эти 2 года также позволили мне определиться со своей будущей жизнью и своими целями. Хотя hustle-культура помогла мне поддерживать дисциплину и развиваться, я научилась расслабляться и наслаждаться моментом. Теперь давайте перейдем к программе Стипендиум Хунгарикум и процессу поступления. Стипендиум Хунгарикум – это стипендиальная программа, предоставляющая уникальные преимущества абитуриентам. Она включает в себя бесплатное обучение в ведущих университетах в Венгрии, однако стоит отметить, что не все программы доступны для студентов из разных стран, и их нужно проверять на официальном сайте программы. Предоставляется ежемесячная стипендия в размере практически 44 тысяч форинтов для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Эта стипендия помогает покрывать расходы на проживание в Венгрии в течение 12 месяцев в году до завершения обучения. Затем возможность бесплатного проживания в общежитии или выплаты в размере 40 тысяч форинтов в месяц на аренду жилья. Однако следует иметь в виду, что этот взнос, вероятно, не покроет полную сумму расходов на аренду, особенно в столице, и большая часть стипендии будет направлена на оплату жилья. Студентам также предоставляется медицинское страхование в соответствии с венгерским законодательством и дополнительное медицинское страхование на сумму до 65 тысяч форинтов в год на человека. Прохождение программы Хунгарикум также дарит студентам европейскую студенческую карту, предоставляющую значительные скидки на средства передвижения, иногда даже бесплатный доступ к таким культурным местам, как Лувр или Триумфальная арка. Кроме того, в зависимости от университета, студенты могут получить скидки на посещение спортивных залов, покупки в магазинах и посещение рекреационных мест. Итак, теперь давайте перейдем к рассмотрению процесса поступления, который можно условно подразделить на 3 основных этапа. Первый – отбор абитуриентов с казахстанской стороны. Этот этап проводится через программу «Болашак», и для участия в нем необходимо загрузить документы на их официальный сайт. Процесс отбора оценивает несколько критериев, включая средний балл аттестата GPA, результаты экзамена IELTS и проведение интервью.
Каждый из этих критериев оценивается по пятибалльной шкале. Например, если ваш результат IELTS составляет 7,5, вы получите 3 балла за категорию знания языка. Во время интервью также будут смотреть на следующие вещи. Делайте скриншоты. Количество интервьюеров будет составлять 2-3 человека. Они могут задать вам вопрос на любом языке – русском, казахском или английском, и желательно отвечать на том же языке. Дресс-код деловой, не надо теряться, переживать, будьте интересными, на всякий случай перечитайте свою мотивашку, постарайтесь показать наилучшую версию себя, и самое главное, будьте такими, какие вы есть, поскольку это наилучший способ покорить сердца комиссии. Также сам ЦМП настоятельно советует собрать как можно больше объективной информации о стране обучения в ВУЗе. На официальных сайтах зарубежных вузов предоставляется вся информация по программе обучения. По требованиям кандидатам также может содержаться информация о научно-преподавательском составе выбранного факультета или школы. Давайте теперь поговорим о втором этапе поступления – отбора со стороны венгерских вузов. После того, как Балашак отправит списки прошедших абитуриентов в Венгрию, вы будете приглашены на экзамен или интервью в вузы вашего выбора. Тут все будет зависеть от вашей специальности и от вуза, куда вы подаете. Тут обобщить особо не удастся, но если вы очень понравитесь приемной комиссии, они сразу скажут, что вы приняты. И последний этап отбора – это сам стипендиум Хунгарикум. Последний этап не потребует от вас дополнительных действий, за исключением предоставления необходимых документов, таких как результаты A-level экзаменов, аттестатов и других документов. Итак, я думаю, что осветила большую часть основных моментов в этом видео. Если у вас будут еще вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях, и я постараюсь ответить. Спасибо за внимание и до следующего видео о Вишеграде.